В большом доме семьи Ховардов стояла гнетущая тишина. За окнами бушевал ветер, отопление гудело, но тепла Эмме все равно не хватало. Она была на ногах почти 14 часов. Униформа прислуги помялась, а под перчатками скрывался свежий синяк, о котором она предпочитала не говорить. На полу гостиной, прямо на мягком ковре, спали близнецы. Два крошечных мальчика в одинаковых голубых костюмчиках. Им было всего 3 месяца. Эмма сидела рядом, наблюдая за их ровным дыханием. Когда она устраивалась в этот дом, речь шла только об уборке. Но няни здесь долго не задерживались, а после смерти матери малышей во время родов заботиться о них оказалось просто некому. Их отец, Дэниел Ховард, был известным бизнесменом. Его имя знали в деловых кругах, но для собственных детей он почти не существовал. Работа стала для него убежищем от боли и утраты. В тот вечер близнецы долго не могли успокоиться. Один горел от жара, другой надрывался от плача. Эмма делала все, что могла, кормила, укачивала, шептала колыбельные. Когда дети наконец уснули, она осталась с ними на полу. В гостиной было теплее, чем в пустой детской. Усталость взяла свое, и она на мгновение закрыла глаза. Дверь тихо открылась. Дэниел остановился в проходе, увидев странную картину. Его дети спят на ковре, а рядом с ними уснувшая девушка. Он резко разбудил ее. «Почему мои сыновья на полу? И что с твоим лицом?» Эмма, дрожа, объяснила все. Няню так и не заменили, дети болели, помощи не было. Она не спала, не ела, просто старалась, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Когда он спросил про синяк, она призналась, один из гостей толкнул ее на прошлой неделе. Никто не заступился. Эти слова ударили сильнее любого обвинения. Дэниел вдруг понял, сколько всего он не видел и не хотел видеть. Он молча принес одеяло, аккуратно укрыл сыновей и впервые опустился рядом с ними. «Они такие маленькие», — тихо сказал он. С той ночи дом начал меняться. Дэниел стал появляться за завтраками, читать детям книги, учиться быть отцом. Управляющего, скрывшего отсутствие няни, он уволил. Эмма официально стала няней близнецов, с достойной оплатой и помощниками. Дом, раньше холодный и пустой, наполнился голосами, смехом и жизнью. Однажды дождливым вечером они все уснули в одной комнате, не потому что нужно, а потому что так было правильно. Со временем Эмма поняла, это место стало для нее домом. А Дэниел, что семья не строится из денег и статуса. Она рождается из заботы, присутствия и ответственности. «Спасибо, что научила меня быть отцом», — сказал он однажды. Эмма улыбнулась. «А вы, что перемены возможны». И в доме, где когда-то жили холод и одиночество, наконец поселилось настоящее тепло.